Здравствуйте. Я не знаю, на каком языке. Наверное, я буду, может быть, менять языки, чтобы уважить и англоязычных пользователей, и русскоязычных. Итак, новая Леля. Леля 2.0. Как-то она у нас долго очень рожалась. Мы ее показали впервые на выставке 2016 года, где она была с таким квадратным модератором, со смайликом. Кого-то эти смайлики на модераторе очень радовали, а кто-то наоборот негодовал. Ну, мы всегда на эмоциях работаем, поэтому это нормально. Потом мы ее несколько переделали и показали ее уже на выставке 2017 года, в прошлом году. Потом мы все переделывали, меняли, ну и наконец вот она серийная. Вот в такой коробке она будет поставляться. Я сейчас дам справочные размеры, они скорее для дилеров интересные. По коробке, по упаковке. Значит, длина коробки 675, ширина 280 и толщина, сколько здесь, 850. Масса в упаковке. Сейчас весы поставлю. Масса в упаковке у нас. Не вижу. Вижу. 3,365. Это для дилеров, еще раз говорю. Потому что они покупают их много. И каждый килограмм имеет значение. Итак, вскрываем. Обычная коробка, теперь уже стала стандартная упаковка для нас. В таком виде. Снимаем верхнюю крышку. И вот в ложементе уложена Леля. Здесь у нас места под магазинчики, под пульки. Ну, если кому-то понадобится. Так на всякий случай сделали. Достаем. Коробку я уберу. Итак, кто-то может сказать, что это переросток Лели, кто-то может сказать, что это не Доматадор. Наверное, и те, и другие будут правы. Действительно, она стала больше, чем была Леля, к которой вы уже привыкли, но больше в весе за счет того, что мы используем резервуар от Матадора, а не тонкий резервуар, который раньше использовали. Я посчитал, что это будет нужно, потому что все-таки длина ствола здесь увеличилась у нас, ствол 377, как я уже говорил, и на такой длине народу захочется гнать ее побольше. И побольше гнать, значит больше энергетика, значит нужно большее количество выстрелов, поэтому пришли мы к тому, что нужен более мощный резервуар. Ну, а соответственно резервуар за собой потянул общие габариты все. Хотя с другой стороны, например, в сравнении с предыдущей Лелей, я считаю критичным размером это размер расстояния спускового крючка до среза модератора. Так вот, на предыдущей Леле и в сравнении с этой, здесь на 35 мм всего больше. Не думаю, что так уж сильно критично. Так, что у нас тут? Две рукоятки взвода, и с левой, и с правой стороны. Я посчитал, что так удобнее. Мне проще сделать унисекс, две рукоятки, чем заставлять пользователя переставлять их. И опять же, по собственному опыту я знаю, что в оперативных условиях зачастую приходится стрелять с обеих рук. То есть в одну сторону, в другую. И так оперативно рукоятку не переставишь. Поэтому, пусть будет две. Кто-то говорит, можно ли ее снять? Можно. А зачем? Например, обычно моя рабочая... Микрофон задел. Обычно моя рабочая дистанция, я стреляю так, вот я правой рукой взвожу. Взвел, выстрелил. Но иногда приходится мне стрелять с этой стороны. И начинается вот это вот все взведение не очень удобно. А так я с этой стороны взвел, точно так же выстрелил. На мой взгляд, это удобно. Значит, в связи с этим у нас увеличился объем резервуара. Он теперь до редуктора 181 кубический сантиметр. Общий объем резервуара за минусом редуктора 210 кубических сантиметров. За редукторное 25 кубических сантиметров.
Обратите внимание на модератор. Его объем теперь 113 кубических сантиметров в сравнении с Лели с эксцентриком модером, где было 50, и с первой Лели, где было 25. Прогресс очень большой, соответственно, звук гораздо тише, несмотря на то, что скорости стали это, в общем-то, винтовочные фактически. То есть в калибре 4,5 это порядка 290, 5,5 это 270 и шестерка это порядка 250. Опять же, я говорю, что это очень оптимальные скорости, и народ наверняка получит больше. Соответственно, на этих оптимальных скоростях в 4,5 мы получаем 50 выстрелов, 5,5 40 и в 6,35 30 с давлением 250. Резервуар рассчитан на рабочие 300. Ну, закачайте 300, будет чуть побольше, хотя, как мы знаем, на высоких давлениях расход очень большой получается. Здесь есть место под 3 барабана. Что еще? Ну, стандартное наше переключение, отключение барабана, предохранитель. Кстати, вот здесь есть QR-код, наведя на который свой телефон, вы можете получить доступ к инструкции. Ложе мы вынуждены были изменить в связи с тем, что подросла масса. Старое ложе стало неудобным, потому что центр масс, помимо того, что масса возросла, центр масс поднялся. И с прицелом, особенно если люди любят ставить сюда такие большие телескопы, стало ломать руки. Поэтому вот пошли на такое большое изменение обычного стандартного матадоровского ложа, добавив сюда этот бублик. 2 точки крепления с этой стороны и как на R5 с этой стороны. Да, здесь есть у нас стандартная уже стала прорезь, куда можно цеплять ремень и вешать ее, например, на одну точку крепления, чтобы она здесь висела. Сейчас я ее разберу и покажу основные нюансы ее работы. Итак, я сейчас очень быстренько и вкратце покажу, как с ней работать, как ее разобрать, собрать для обслуживания. Так, значит, магазины мы выщелкиваем сразу. Здесь у нас эта винтовка уже отстреляна, готова к отправке. Магазины стоят, с которых был выстрел. Значит, как происходит заряжание? Взводим рукоятку, она остается на месте. У нас открыт затворный порт. Мы вставляем барабан зубчиками назад. Ну, стандартная матадоровская схема. Вот здесь вот 2 шарика, и тут в рамке специальные приливчики. Попадаем в эти приливчики, вставляем барабан и противочасовой прокручиваем для совмещения с камерами. Вот она. Совместилась. После этого досылаем пулю. У нас винтовка готова к выстрелу. Если мы не хотим стрелять, мы предохранитель поднимаем, винтовка не стреляет. Для выстрела предохранитель опускаем, винтовка стреляет. С этой стороны у нас есть такой же, как на Матадоре, отключатель барабана. Если мы, например, дослали пулю, но выстрела не произошло, нажимаем вниз. И теперь, например, если мы не хотим стрелять, но хотим, чтобы пуля осталась там, мы ведем рукоятку назад, нажимаем спусковой крючок, паркуем, и у нас получается, что винтовка снята со взвода, пуля в стволе, и она безопасна. И если мы сейчас взведем опять рукоятку, то барабан прокручиваться не будет в связи с тем, что отключен. И, соответственно, мы ее взводим, досылаем, производим выстрел, и после этого поднимаем рычажок вперед, и при следующем цикле уже барабан будет прокручиваться. То есть это то же самое, как на Матадоре, ничего здесь нет. Значит, барабан снимаем. Теперь, как ее разобрать? Как я уже сказал, здесь 2 точки крепления. Лучше сначала откручивать переднюю. Винт. 1. И вторая точка крепления проходит вот здесь через приклад. Точно так же просто откручиваем. Сняли. И ложа просто снимается с железа. Вот мы получили доступ к винтовке. Вот здесь у нас поджим. Если мы крутим ее, смотря с какой стороны смотреть. Если крутим, в общем, в эту сторону, то мы
отпускаем, а если в эту, то поджимаем. У нас здесь, как и в R5, стоит два шарика, соответственно, у нас достаточно тонкая подстройка. Теперь, как разобрать для чистки? Ну, в первую очередь снимаем модератор. Снимается стандартным образом, так же как на лешем, на R5. Откручиваем крышку, смотрим, что у нас здесь есть резиночка, не теряем ее. Каким-нибудь крючочком подцепляем модератор, вытаскиваем, скручиваем кожух. Получаем доступ к дульной части ствола. И теперь нам нужно снять заднюю рамку для того, чтобы получить к казённику доступ. Соответственно, у нас рамка крепится всего одним винтом, он здесь вот сзади. Мы его выкручиваем. Перед этим я рекомендую взвести винтовку. Ну и поставить на предохранитель, на всякий случай. Чтобы случайно нажать на спусковой крючок, вас не привело к выстрелу. Запирание у нас осуществляется в передней части, и, соответственно, для взведения, для удержания у нас здесь проходит тяга. И эта тяга соединяется с затвором. И для того, чтобы упростить задачу пользователю, мы не стали делать тягу цельную, иначе нам пришлось бы, например, чтобы снять рамку, нам пришлось бы снять вот эту крышку, открутить тягу от затвора, и только после этого снять. Мы ввели сюда пазловое уплотнение, и рамка снимается таким образом. Двигаем ее назад в порядке взведения. И просто снимаем рамку. Вот здесь у нас, потом мы крупно покажем паз. Оп, и все, рамка снята. Таким образом мы получаем доступ. Не забывайте, что вот здесь резиночка стоит в казённике, чтобы ее не потерять. И таким образом мы получаем доступ к стволу для чистки. То есть вот казённик, вот дульная часть. Все, совершенно спокойно можно чистить. Следующим этапом, что мы еще можем здесь сделать быстро, это снять резервуар. Крепление резервуара аналогичное креплению R5. То есть откручиваем, сдвигаем вниз и чуть-чуть расклиниваем. Резервуар двигаем вниз и вытаскиваем. Все, теперь вы можете работать с резервуаром. На резервуаре точно так же спускное отверстие здесь. Спускает воздух с резервуара, защитное кольцо, которое закрывает заправочный порт. В случае, если какие-то проблемы возникают с редуктором, например, редуктор заклинил, и у вас получилось так, что вы за редукторного давления спустили, а здесь оно осталось, то нужно будет снять вот эту крышку манометра, снять вот это кольцо, не потерять пружинку и шарик. И там есть еще один спускник, который спускает воздух непосредственно с объема до редуктора. И сама винтовка выглядит вот в виде такой моношины. Каретка у нас здесь ходит на 6 подшипниках. Каретку я снимать не рекомендую, ну, потому что вам просто делать нечего. Для съема ствола, здесь у нас, вот, кстати, ключи именно от ствола, откручиваете вот эту гайку и ствол просто снимаете назад. Каретка при этом остается на месте. Каретка ходит на подшипниках, не по стволу. То есть каретка ствол не трогает никаким образом, там зазор миллиметр, по-моему. Поэтому даже вот со снятым стволом у вас все равно каретка будет ходить. И зацеп боевой у нас происходит вот здесь. То есть мы когда ведем вперед, вот здесь видно боевой зацеп, и вот видно, что защелкивается. Я не рекомендую снимать колодку УСМ, она крепится вот этим винтом, потому что при ослаблении этого винта, и если вы его не затянете до конца нормально, у вас здесь может появиться зазор. Здесь конструкция не такая, как на R5, в связи с тем, что у нас перенесен боевой упор вперед,
то в момент выстрела это ни на что не повлияет, ну, просто эстетика. Итак, я сейчас покажу обратную сборку, чтобы уже вообще ни у кого никаких вопросов не возникло. Ну, соответственно, ставим резервуар, проверяем, что у нас здесь стоит резинка, заводим его аккуратненько в хомут, продвигаем до конца, вводим в колодку и удостоверяемся, что он касается краем колодки, и вот этим винтом просто начинаем его подкручивать, видим, что резервуар поднимается вверх. Все, дополнительная проверка, у нас вот здесь зубчик заходит за рамку, то есть резервуар установлен, готов. Следующее, ставим модератор, то есть просто закручиваем кожух модератора. Опускаем модератор, смотрим, что вот у нас вот здесь отверстие, так же как на лешем, оно должно попасть на гайку. То есть вот, видите, не попадает, крутим, попало, опустили. Заводим резинку, резинка должна быть смазана силиконовой смазкой. И закручиваем крышку модератора, поджимая резинку, и через резинку, соответственно, поджимаем модератор. Да, я что-то про модератор-то не сказал. Мы же здесь тоже изменили перегородки и изменили конструкцию модератора. То есть учли опыт на лешем. Если обратите внимание, то у нас перегородки сейчас стали очень интересной формы, которая очень эффективна. И мы добавили мясо по вот этим сторонам. И если, например, на лешем некоторые люди жаловались, что при установке модератора и закручивании крышки модератор несколько мог крутиться, тем самым ось проходных отверстий модератора могла смещаться на оси ствола при условии сухой резинки, то здесь, ну, я не знаю, какую надо силу приложить, чтобы скрутить такой модератор. То есть в этом смысле все стало более кондовым и жестким. Закрутили. Теперь установка рамки. Вот смотрите, мы выдвигаем назад рукоятку, и мы видим вот здесь лабиринтный зацеп. И на рамке точно так же лабиринтный зацеп находится вот здесь. Мы их просто совмещаем. И не забываем ставить резиночку. Выпадает. Резиночка выпадает иногда. Чтобы не мучиться, можно ее просто одеть на затвор, и она потом сама туда войдет. Совмещаем лабиринты, совместили, задвигаем, задвинули, проверяем, все ходит, и закрепляем. Рекомендую под винт при сборке заводить смазку. Кладем, ставим ложе, собираем сначала, закручиваем винт крепления задней части. Мне так удобнее. Можно начать и с передней части. Просто когда мы заднюю затягиваем, у нас под ось попадает передняя. Все. Не забываем, что у нас стоит на предохранителе. Снимаем с предохранителя, проверяем. Все работает. Винтовка почищена, собрана, готова к бою. Наслаждайтесь. В общем-то и все. Я хотел снять большое видео, а получилось маленькое, потому что винтовка очень простая. Я еще не знаю, что еще говорить. Пишите в комментах, как обычно, буду отвечать. Ну, наверное, все. Спасибо, пока.